Reuters пришел с интересной новостью. На фоне увеличения добычи в странах ОПЕК+, Саудовская Аравия отправилась предлагать скидки на свою нефть в азиатский регион, в первую очередь в Китай. Многие решили, что это влияние Трампа такое, но, на наш взгляд, это отражение тренда, о котором мы с вами уже говорили. Эпоха, в которую мы, очевидно, въехали. Эпоха ограничений миграции и международной торговли. Эпоха протекционизма и пошлин. Это эпоха дешевой нефти. Ведь нефть росла именно на росте глобальной экономики. В обозримой перспективе тенденция, скорее всего, будет в постепенном сжатии мирового рынка нефти. А действия саудитов выглядят как стремление занять лучшее положение в худших условиях и выдавить конкурентов, в том числе Россию, с главных своих рынков сбыта. Это не наши ощущения, это цифры. Всемирный банк прогнозирует худший рост мировой экономики со времен рецессии 2008 года, всего в 2,3%. Ухудшая свои ожидания сразу по 70% мировых экономик. А российское правительство признает недополучение 27% доходов от нефти в этом году. Слабая мировая экономика – это слабый спрос на нефть. Слабый спрос на нефть – это падение доходов и агрессивный дележ оставшегося рынка. Перед тем, как обо всем этом поговорим подробно, быстро напомню, что мы собираем, регулярно тестируем и обновляем бесплатные способы обхода российских блокировок. Все они в описании. Для начала обозначим, что такое тенденция. Ведь мы тут не цены на нефть решили предсказывать, боже упаси. Под тенденцией мы подразумеваем объективное положение вещей, которое точно не изменится в обозримой перспективе и будет влиять на общество, экономику, политику, на все. Из жизненных примеров тенденция нашего времени во всех развитых странах – это резкий рост семей, состоящих из одного человека. Таких домохозяйств в США, например, сейчас 38 миллионов. В 2000-х их было 27 миллионов. А в 1960 году вообще 7 миллионов. Похожая картина в Японии, Южной Корее и в богатейших странах Европы. Сегодня у людей либо вообще нет отношений, либо они обходятся без совместного проживания и быта. Люди позже заводят детей или вовсе их не заводят. В развитых странах семья из единственного способа существования превратилась в обременение. Зачем стремиться как можно быстрее сойтись хоть с кем-нибудь, заводить совместный быт, если от этого будет больше издержек? Все, от аренды жилья до планирования отпуска станет вдвое дороже и сложнее организационно. А если прикинуть, сколько в современном мире стоит вырастить ребенка, включая медицину, образование, уход, сколько стоит приличная няня, хорошая страховка с семейным доктором, детские сады, кружки, школы, институт потом, во сколько в наше время обойдется содержание ребенка лет минимум так до 22, плюс 9 месяцев беременности, где тоже специальная одежда, доктора, консультанты. Посчитаешь все это и откладываешь решение обзавестись потомством на случай выигрыша в лотерею. Люди полагают, и современная экономика их к этому подталкивает, что гораздо лучше инвестировать время, усилия и деньги в себя, в свою квалификацию, в свой банковский депозит и в свой образ жизни. А не в партнера, который может уйти, и не в ребенка, который не факт, что в будущем возьмет на себя ответственность помогать родителям. Это объективная реальность, с ней ничего не поделать, нравится она нам или нет. Она влияет и будет влиять на экономику. Квартиры-студии по 20 метров, где перегородка есть только у санузла, с большой натяжкой пригодные для жизни даже двоих человек, не говоря уже о ребенке, массово строят, и не только в России. В развитом мире это становится новым стандартом жилья. Сеть гипермаркетов «Лента» не от хорошей жизни купила уральскую сеть магазинов у дома «Монетка», а потому что Россия находится в общемировом тренде. Смерть гипермаркетов как формата. В развитых странах все меньшему числу людей актуальны еженедельные мелкооптовые закупки. Даже не глядя на статистику, нельзя не заметить, что с каждым годом в супермаркетах все больше готовой еды и упаковок товаров на одного человека. Сметана по 50 грамм, может, кого-то и удивляет. Но 200-граммовая упаковка для одного человека – это ж одна ложка в борщ, а потом источник зловония в холодильнике на месяц. Те, кто жил в одиночку, знают феномен холостяцкого холодильника, в котором постоянно погибают смертью храбрых полпалки колбасы, полпачки сосисок, полбанки тушенки. Просто потому, что потребительский рынок предыдущей эпохи принципиально не рассчитан на домохозяйство, где литр кефира – это порция на неделю. Когда мы видим цифры фертильности, которые в развитых странах упали вдвое ниже уровня воспроизводства,
Когда видим быстрый рост единоличных домохозяйств и возраста вступления в брак, то понимаем, бизнесу, заточенному на семейное потребление, при нынешней конъюнктуре будет нехорошо. Причем в долгосрочной перспективе. Вот это тенденция. Потому что не нужен одинокому человеку в студии площадью 20 квадратных метров 4-камерный холодильник 2 на 1,5 метра. Такой человек живет на доставке и покупает готовую еду, а склад пищевых отходов ему никуда и ни зачем. Показательный тут пример – это внезапно арбуз. Понятно, что свежеразрезанный арбуз в 100 раз вкуснее прелых долек в пластиковом стаканчике. Но арбуз – продукт чисто семейный. В одиночку его не съешь. Никто не потащит домой 5 килограммов, чтобы съесть 3 куска, а остальное выкинуть. Поэтому наборов с залежавшимися кусочками на прилавках становится все больше. Посмотрите на график продаж новых автомобилей в Евросоюзе и заметите очень постепенное, но однозначное снижение продаж. На него влияет множество факторов, но один из них, безусловно, в том, что автомобиль рассчитан на семью. Если вам не актуально закупать продукты на неделю, возить детей из школы в кружки и обратно, если все, что вам нужно по жизни, под рукой в шаговой доступности или с доставкой, то в машине вам возить нечего и некого. Домохозяйства на одного человека и на целую семью сильно отличаются по структуре потребления. У одиночки больше трат на развлечения, импульсивных покупок, меньше крупных покупок и расходов на товары длительного пользования. Такое положение дел изменит торговлю и сервисы, убьет компании, которые десятилетиями обсчитывали свои модели на семьях с детьми. Это неизбежно. Вот это тенденция. И также и в случае с нефтью. Нетрудно заметить, что глобализм сейчас, мягко говоря, не в фаворе. То, что 15 лет назад казалось бреднями поехавших головой советских стариков, рассуждения о защите отечественного производителя, о борьбе с импортом, о запрете миграции, сегодня это политический мейнстрим. В прошлый раз что-то подобное закончилось мировой войной. Посмотрим, чем закончится в этот. Но пока в мире вновь побеждает идея о насаждении суверенитета везде и всюду. Международная кооперация, свободное перемещение товаров, денег, людей, информации в устах видных политических спикеров превращается в угрозу. Можно тут кивнуть на американского президента Трампа или немецкую партию АФД. Но достаточно прислушаться внимательно, чтобы обнаружить, страх иностранцев из-за границы стал всеобщим. Китайский ТикТок как-то не так воспитывает нашу молодежь. Давайте его прикрутим. Через соцсети к нам лезет всякая враждебная пропаганда. Давайте их зарегулируем. А то и вовсе забаним. Туристы нам тут повышают цены на аренду. Счета в ресторанах. Портят облик наших городов. Давайте их всех go home. Дешевая одежда из Бангладеша и автомобили из Китая оставляют наши предприятия без работы. Давайте введем пошлины. Миграция? Ты вообще тушите свет. Высказывания сегодняшних консерваторов и либералов различаются в этой теме только тем, что первые требуют вдоль границ выставить заградительные пулеметы, вырыть ров и запустить в него крокодилов, а вторые хотят обойтись без крокодилов. 20 лет назад все стремились заключать соглашения о свободной торговле, безвизовом режиме и безграничном перемещении, раскидывали свои производства по всему миру, вводили программу ускоренной натурализации, привлекали ценных специалистов, выстраивали туристическую инфраструктуру, превращали свои страны в мировые хабы для движения людей и товаров. И за считанные буквально годы эта тенденция стала тем, с чем нужно теперь бороться. Слушая сегодняшних западных политиков, невозможно не пустить ностальгическую слезу. Почему именно? Скажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Без малого год продолжается свистопляска со встречами Трампа и Путина. То их проводят безо всякого результата, то планируют, а потом отменяют или переносят на непонятное отдаленное будущее. Так что не стоит планировать свою жизнь, исходя из этих встреч. Если вы давно хотели начать путешествовать, порадовать ребенка подарком из-за границы или оплатить Netflix нормально, то вы можете завести карту зарубежного банка, лучше всего казахстанского. Такую удобно пополнять с российских счетов и выводить деньги на них же. Казахстанские карты еще и с бесплатным обслуживанием удаленно открывает компания Skyzit. Она помогла открыть карты зарубежных банков более чем 15 тысячам клиентов. Вам понадобится только загранпаспорт любой страны, и вам откроют именную карту со сроком действия в 5 лет. Ее доставят прямо к вашей двери в срок от 1 дня. Никакой лишней бюрократии и посещений банка. Карты оформляются официально. Нам тоже такие выпустили. Мне и еще нескольким сотрудникам редакции.
такие вот карты. Мы их протестировали в разных странах, все работает. Вы снова сможете оплачивать такси, бронировать отели и автомобили за границей. Станут доступны зарубежные сервисы и подписки от ChatGPT до Spotify. Сможете снова пользоваться Google и Apple Pay и привязать карту к российскому номеру. Приложение и поддержка банка, кстати, работают на русском языке. С карты Казахстана вам также станет доступен мультивалютный счет, удобно при оплате за границей. Не будет лишних конвертаций и комиссий. К тому же на остаток средств на карте начисляются проценты, а перевыпустить пластиковую карту можно прямо через приложение банка. Поспешите. Возможность открыть карту казахстанского банка опять могут закрыть, как было в начале года. Назовите менеджеру промокод КАЦ или активируйте его по ссылке в описании, чтобы получить скидку до 15 тысяч рублей на услуги Skyzit. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжаем. Так вот, слушая сегодняшних западных политиков, невозможно не пустить ностальгическую слезу, будто тоже все по 20 лет в КГБ проработали. Никто не говорит о развитии, все говорят об угрозах. Мы к этому привыкли за 25 лет, когда любое явление обсуждается с точки зрения не выигрыша, а потенциального вреда. Как оно нас убьет, изнасилует, отравит тлетворными идеями, разорит и так далее по списку. Свергнет наше правительство, конечно, самое ужасное. Не все заходят в этом так далеко, как Трамп. Не все развязывают произвольные торговые войны и сыплют рандомными тарифами, как дурак фантиками. Но идея, что мы должны закрыться, законопатиться и защитить собственную культуру, рынок, производство, национальную идентичность, которую размывают приезжие, сама эта мысль стала всеобщей. На это есть объективные причины. Западные политики вполне могут видеть происходящее так. Мы, мол, 20 лет всей Европой верили в рационального диктатора Путина, который про экономику и просто хочет деньги зарабатывать. Аутсорсили ему всю энергетическую безопасность. Атомные электростанции все у себя посносили. В Германии. А теперь в панике закупаем ПВО, чтобы сбивать ракеты и беспилотники, купленные на наши же деньги. С точки зрения западных политиков оказалось, что глобальный мир – это не низкие счета за отопление, а ситуация, когда ты кормишь чужую армию, чтобы потом в спешке пересобирать свою. Весь мир ориентировался на то, что Штаты – watchdog глобальной экономики. Что какая бы там ни пришла власть, мощные институты государства будут обеспечивать свободу торговли, неразрывность производственных цепочек, соблюдение правил и договоренностей. В Штаты спокойно инвестировали, строили там свои заводы, офисы, сети продаж, размещали активы в американских ценных бумагах. Потому что быть зависимым от Америки не страшно. Это исключительное место на планете, которое стабильно ведет свой бизнес уже 80 послевоенных лет. При любых президентах, любых кризисах и любых конфликтах. А сейчас оказывается, что судьба твоей экономики зависит от того, в каком настроении проснулся американский президент, хорошо ли позавтракал, кто и с какой идеей к нему пришел. Безо всякого преувеличения триллионы долларов были инвестированы в соглашения и договоренности, которые, как оказалось, можно выкинуть в окно. И дело тут не в Трампе. Трамп уйдет. Дело в том, что глобализм, как выяснилось, ставит вас в очень жесткую зависимость от зарубежных политиков, которых вы не контролируете и не избираете, на которых вы не можете никак влиять. Которые выходят и говорят: все, у нас пошлина 200%, и запчасти для ваших сборочных линий в США уже не едут. А еще мы хотим вашу Гренландию, давайте ее сюда. Аргумент о взаимной выгоде, на котором эти связи держались, тоже не сработал. Потому что пришла сила, для которой евро, заработанный немцем, это доллар, который не заработал американец. И ничего с таким восприятием не поделаешь. Зависимость от Китая сейчас – это тоже независимость от Китая времен Худзинтао с рациональной партноменклатурой и меняющимся постоянно руководством. Нет, это зависимость от единоличного диктатора Си Цзиньпиня, которому фиг знает, что завтра в голову взбредет. Никому не хотелось бы по этому поводу остаться буквально без трусов, а еще носков, электрочайников и вообще провалиться в позапрошлый век. На эти объективные страхи накладывается еще и ксенофобия вперемешку с экономическим популизмом. Теряющие работу под давлением глобализма избиратели недовольны. Для них рады стараться политики с идеями выгнать мигрантов и защитить отечественного производителя. Описанная эпоха, в которую мы, очевидно, сейчас заехали, это эпоха замедления и снижения эффективности мировой экономики в целом. Ведь, повторюсь, все то, с чем сейчас идет борьба, это то, что было драйвером мировой экономики со времен Рейгана и особенно с 90-х.
Если мигрант на родине пас баранов, а теперь у нас работает в автосервисе, то от этого хорошо не только самому мигранту, но и мировой экономике. У человека выросла производительность труда, выросли доходы, он больше и лучше потребляет, предъявляет все больше спроса на товары и услуги. В своем кишлаке, работая за $2 в день, человек и мечтать не мог купить автомобиль и заправлять его бензином, а теперь покупает и заправляет. Об остальном мы с вами уже говорили. Перенос производства в развивающиеся страны вывел из абсолютной нищеты сотни миллионов людей, которые еще 30 лет назад предъявляли спрос на плошку бобов, а сейчас на смартфоны и туризм. В пересчете на единицу человечество летает вчетверо чаще, чем 25 лет назад. Все рынки, завязанные на глобальный мир, от морских перевозок до отелей и ресторанов, выросли в разы. Именно рост глобальной экономики обеспечивал стабильно сверхприбыльную нефть, потому что постоянно росло ее потребление. При нарушении же глобальных связей, при замедлении роста или снижении мировой экономики неизбежно наступит эпоха дешевой нефти. Как и в случае с единоличными домохозяйствами, с этой тенденцией ничего не поделаешь. Если все решили сторожить свои границы и рынки, то глобальная экономика замедлится, а потребление нефти не будет расти или даже начнет падать. Если ничего с тенденцией не поделать, значит нужно соображать, как с ней жить. Как жить в мире, где странам-экспортерам нефти станет тесно? Когда их возможности производства и экспорта упрутся в падение потребления. Картельные сговоры типа ОПЕК плюс Россия – хорошее дело, когда на дворе избыток спроса. Тогда вы можете быть друзьями и вместе манипулировать ценами. Если же спрос сжимается, то из друзей вы тут же превращаетесь в конкурентов. Когда Reuters сообщает о скидках, которые Саудовская Аравия представляет азиатскому рынку на фоне роста добычи в ОПЕК, многие связывают это с деятельностью Трампа по разорению Путина. Дескать, Трамп хочет действовать как Рейган, выдавить Россию из основного региона сбыта. На самом же деле представляется, что если это и теневые санкции, что если и есть тут какая-то связь, то очень и очень опосредованная. Гораздо логичнее предположить, что в руководстве стран-производителей нефти люди не глупее нас сидят и понимают, куда ветер дует. У них перед глазами цифры, показывающие стабильный спрос на нефть при общемировом росте добычи и росте же запасов. То есть картина явного перекоса рынка и перепроизводства уже сейчас, которая должна наталкивать на мысль, что дальше лучше не станет. Что эпоха пришла такая, когда нужно не пытаться заработать максимум с каждой бочки, а нужно застолбить себе место на будущее, которое обещает быть невеселым. Мы тут не предсказываем цену барреля на неделю, месяц или год вперед. Мы говорим о том, что точно входим в эпоху стагнации, а то и рецессии в мировой экономике. Нефтяные страны строили свое благополучие на росте мировой экономики. Они никогда в новейшее время не жили при долгосрочной стагнации, и уж тем более при рецессии, до которой тоже может дело дойти. Азиатский кризис 1997 года, ипотечный в США 2008, ковид 2020, война в Европе 2022. Если вы посмотрите на график роста мирового ВВП, то эти события на нем, в общем-то, не отражаются. В худшем случае бывали локальные просадки, которые тут же сменялись еще более быстрым ростом. Фундаментальные факторы роста были настолько сильные, мировая интеграция настолько мощно толкала экономику вверх, настолько больше ездило машин, летало самолетов, ходило торговых судов, выпускалось полимеров с каждым годом, настолько много народу по всему миру выходило из ужасающей нищеты, что кризисы, которые в моменте представлялись смертельными и неизлечимыми, на практике оказывались легкой сезонной простудой. Но не в этот раз. Пока Саудовская Аравия, очевидно, предпринимает действия, которые позволят ей зарабатывать при длинной нефтяной бескормице, пока теснит своих конкурентов на главном рынке, интересно посмотреть, что делала и делает Россия. Позиция российских властей при Путине всегда была изумительной. Являясь одним из главных бенефициаров существующего порядка вещей, бенефициаром растущего глобального рынка, российские власти всю дорогу направляли курс на то, чтобы выгодное России мироустройство разрушить. Все сорта популистов, радикалов, правых и левых фанатиков, все те, кто привел мир к нынешней эпохе, всю дорогу были лучшими друзьями Кремля. По какой-то неведомой причине считалось, что если у потребителей наших энергоресурсов наступит какой-то шухер, если они станут беднее, то нам от этого станет хорошо. Прямо сейчас наш
Штатный великий инвестор Кирилл Дмитриев аплодирует канцлеру Германии Фридриху Мерцу в Твиттере, когда тот заявляет о планах выслать 1 миллион сирийцев в Сирию. Если он правда так сделает, на 1 миллион человек меньше в Германии будут потреблять отопление, ездить на автобусах, покупать еду в пластиковых контейнерах. Отличная новость для страны-экспортера нефти. Все эти Трампы, АФД, Ле Пен, Орбан, Фицо стремятся к разрушению существующего миропорядка, к разрушению той самой открытости и либеральной экономики, которая давала Кремлю тонны бесплатных нефтедолларов. При этом они типа лучшие друзья режима и наши слоны, что вообще необъяснимо никакой здравой логикой. Сейчас же, когда идеи больших кремлевских друзей, если не победили окончательно, то стали мейнстримом, Россия оказывается в худшей из возможных кондиций. Почти 4 года войны, санкций, арестов, счетов чуть ли не под ноль сточили те самые резервы, которые изначально формировались на случай тощих нефтяных годов. Сегодня даже сам российский Минфин в приступе откровенности заявляет, что резервов по сути нет. 4 триллиона рублей при заявленных расходах федерального бюджета в 44 триллиона и оптимистичном дефиците в 3,8 триллиона в 2026 году – это ничто. Если ваши сбережения 11-я часть годовых расходов, бюджет на месяц с небольшим, то сбережений у вас, в общем-то, и нет. Пока бюджет наш сверстан, исходя из очень хорошей цены барреля Urals – $59 в среднем по году. А еще в этом прогнозе нет ничего, что учитывало бы произошедшее буквально за последнее время. Ни санкций Трампа, ни роста добычи в ОПЕК, ни активности саудитов по вытеснению конкурентов с рынка. Каждый доллар, который не доберет бочка Urals, каждый баррель, который не получится сбыть, потому что у саудитов дешевле, это удар по бюджету, который увеличит дефицит. Финансировать этот дефицит выпуском ОФЗ по 15% годовых можно год, 2, 3. Но если мы вошли в длинную эпоху дешевой нефти, то не получится нефтяные доходы заменить на долги своим банкам. Если вы потеряли работу, то можете какое-то время пожить в кредит, но это не долгосрочный план. Самое очевидное, что может сделать экспортер нефти в тощие годы – умерить свои аппетиты, начать сокращать расходы. Но в путинской России это невозможно. У нашего правительства в принципе сейчас нет бюджетной политики как таковой, нет маневра. Сколько война требует, столько и придется на нее давать. Расходы никак не урежешь. Это же поразительно. 20 лет жили в парадигме имени Алексея Кудрина. Не будет вечно цены на нефть по 100-140. Давайте вести ультраконсервативную бюджетную политику. Формировать подушку безопасности. Каждый лишний бакс сберегать, чтобы не оказаться однажды с голой жопой. 20 лет лишний раз километр дороги не ремонтировали. На лишний процент зарплату бюджетникам не индексировали. Лишнюю инвестицию в инфраструктуру зажимали. И все равно оказались с голой жопой ровно тогда, когда ее нужно чем-то прикрыть. В эпоху замедления мировой экономики Россия заходит без резервов, с долгами, с войной, с 250 000 убитых работоспособных людей. Заходит просто со всеми бедами на свете, а главное, с абсолютным отсутствием перспектив хоть какой-то стабилизации. Много лет и много миллиардов положить на борьбу с Западом, с глобализмом, с либеральной экономикой. Много лет поддерживать фриков всех мастей, рвущихся к власти. Много лет стремиться к разрушению благодатного миропорядка. А к моменту, когда такой подход стал мировым мейнстримом, оказаться без гроша в кармане. Это, конечно, какой-то потрясающий и с трудом объяснимый успех как внешней, так и внутренней кремлевской политики. К большому сожалению, Россия оказалась не Норвегией. Оказалась одной из тех стран, кому дорогая нефть не принесла счастья. К цели, поставленной в программе Путина 2000 года о достижении португальских подушевых показателей экономики, мы оказались не ближе, чем были тогда. Медианная зарплата в России после всех инвестиций военных лет около 500 евро. Изолированные аттракционы роскоши с патриарших прудов могут вводить кого-то в заблуждение, но мы как были унизительно бедной страной, так и остались. Мы не купили себе за нефть благополучие. За нефть мы получили монополизацию экономики, диктатуру и войну. К сожалению, мы стали иллюстрацией понятия «ресурсное проклятие». Чем дороже нефть, тем глупее правительство. Чем она дешевле, тем правительство умнее. Это закон Егора Гайдара. Очень обидно, что российская власть профукала столько денег, и в эпоху перемен мы войдем не с резервами, накопленными за тучные годы, а с долгами, накопленными за годы войны. Но может действительно для молодой демократии, которой мы стремимся стать, вредно получать бесплатный источник денег? Вредно попадать в ситуацию, когда
Вдруг нет необходимости строить институты, защищать права собственности, поддерживать независимые СМИ. Потому что без этого всего на все хватает. Возможно, что отсутствие бесплатных денег будет лучше для долгосрочного будущего нашей страны. Государству придется деньги зарабатывать, а не получать и распределять. Государству придется становиться лучшей версией себя, чтобы существовать и развиваться. До завтра.